Всем привет, ребята! У себя на аккаунте я бездну прошла. Теперь хочу пройти на аккаунте его брата, так как он свой ак уже совсем забросил. Я иногда сюда захожу. Так, я 11 прошла. Там, в принципе, все легко. Сейчас пробую пройти 12. Так, кого взять? Эту бездну я проходила 2 этапа. Сначала прошла 2-й и 3-й зал на все звезды. Сейчас покажу, какой пачкой. Вот такая была у меня пачка изначально, которую я хотела пройти бездну. С 2-м, 3-м залом она отлично справилась, а вот с 1-м залом у меня были проблемы, не хватало урона, даже несмотря на то, что он С2 мало. Но я считаю, что пачка подобрана неправильно. Потом я на стриме у Спартанчика подсмотрела другой отряд, и уже с тем отрядом прошла без проблем. Перепрошла заново 1-й зал, скажем так, уже другим отрядом. 1-й зал я перепроходила вот таким отрядом. То есть маму отпустила на низ. Сюда поставила Фишель и Коломбина для как блока, чтобы того моба Нордкрайвского быстрее убить. И наверх тоже оставила Невилету с Фуриной, только добавила вместо Джин Дурина. И получается, Невилета и Фурина очень часто вейпали по пиру. Получался отличный отряд. И поставила сюда Куки, чтобы сбивать электрощит у этого последнего боёба, или как он там назывался, не помню, кто он там был. Короче, если бы изначально поставила такой отряд, сразу могла бы и сама про него догадаться, то все бы прошло с 1-го раза. Ну, ничего, так пришлось проходить 2 этапа. Ничего страшного. Сейчас вместе с вами посмотрим прохождение, как я проходила сначала 1-й зал этой пачкой, потом 2-й зал той другой пачкой. В 1-м зале у меня, к сожалению, произошел небольшой коллапсик, и звук игры не записался, поэтому там будет только музыка и мой голос. Итак, 1-й зал. Здесь было самое важное — это успеть ультануть на всех важных персонажах. Я решила начать с Дорина, Фурину. И вот здесь на Невилете не успела ультануть, но у меня были траи, когда я успевала и на нем ультануть. Просто надо было очень быстро все успевать прожать, чтобы ультануть на всех 3. Не знаю, вейпил здесь Невилет или Дурин чаще всего. Возможно, даже надо было у Дурина прожать другую стойку. Но я вам уже говорила в других видео, что в бою у меня редко когда удается включить правильную стойку. Там нужно успеть ударить атакой, чтобы у него включилась другая стойка. Короче, уже включаю то, что проще. Здесь вот 2-й выёб у нас остался. Не добился. Тут надо было начать все с Куки, чтобы она сбила ему электрощит. Не забывать это сделать. После того, как я подобрала вот эту пачку уже 2-й раз, у меня уже прошлось практически быстро, там буквально с 3-й попытки, пару ретраев до этого ушло, чтобы привыкнуть к ротации. Уже буквально на 3-й у меня это все прошлось. 2-й зал. Здесь, пока Магукинки вставал, я включала Коломбину, Фишель, там Шила, чтобы урон не ушел впустую. А потом вот здесь надо было, главное, успеть ударить по этому Магукинке, пока он не успел телепортироваться. Опять же, пару ретраев у меня ушло на то, чтобы следить за ним, чтобы он не удирал на другой конец зала от ульты Мавы. Ну, если у кого-то были бы руки поровнее, чем у меня, прошлось бы все намного быстрее. Плюс я здесь на Маве не делаю никакие там эти ротации, кикфлики или как они там называются, не разбираюсь. Тупо ездила по кругу. В принципе, я смотрела, как их делать, даже что-то у меня там получалось, но меня ни за какие деньги не заставить учиться страдать этой херней, учиться этим всем гадостям на персонажа, которого я терпеть не могу. Нет, спасибо, увольте. Поэтому чаще всего я просто езжу по кругу и не страдаю этой ерундой с этими
2 прокрута, прыжок, еще что-то. С этим лунным мобом она все равно справилась, так сказать, задавила урона. Плюс Коломбина с Фишель помогли, делали немножко лунных реакций. Немножко поретраила эту пачку и прошлось без проблем. С той первой не получалось, очень много не хватало. А с этой получилось. Так, второй зал. Попалась карточка с критами. Здесь у нас роботы. Много роботов. Ну, с роботами мало справилась без проблем. Это сейчас вы видите на экране ту самую первую пачку. У меня до этого было мало в первой половине, как я вам говорила. Потом первый зал перепрошла отдельно. И мало поставила вниз. Так, еще один робот у нас. Пока встал, я так вижу, урон не пошел. Здесь я пыталась дотянуться до его крыльев, но он оказался прямо надо мной, поэтому я его не увидела, где он там. Из лучников я не умею стрелять ни в каких играх, что в Геншине, что в Far Cry. Там вообще жесть, не понимаю, как целиться. Ну, здесь меня, так сказать, спасла C2 мало. Задавила уроном. Фишер я здесь ставила, чтобы она справилась с этим скорблоком на шарике. То есть думала, что она поможет. Тут у нас во второй половине Невилет на петухе. Тут Невилет C1 с сигной и Фурина C2 с сигной. Я сюда ставила Джин, думала, она там будет хилить, фанфары лучше стакать. Но, в принципе, она тут лишняя, можно ее не ставить. Если поставить Дурина, чтобы он выпал, тоже будет хорошо. За счет того, что в первой половине у нас мало C2, Невилет со второй тоже справляется нормально. Хоть я его тоже и не особо люблю, а иногда приходится брать, когда другого выбора нет. Да, это, конечно, вот странно, что в этой бездне разрабы этих мелких засунули после боссов. Вообще непонятно, зачем я здесь куки использовала. Ну ладно. Я даже не помню, в каком она тут сете. Какие-то артефакты там рандомные на ней были. А тут я думала долго, какие криты взять. Тьфу ты, какие карточки. Так, шарик. Наш крио-шарик. А здесь Светлали с Фишкой отлично справились. Не знаю, влияло ли кольцо мало на это как-то, но в итоге шарики сбились без проблем. Кому больно смотреть, как я играю на Маве, закройте глаза. Опять же, как говорила, аккаунт не мой, а брата, и на Маве я не училась играть и не планирую. Да, что-то мало урона прошло от ульты мало. Наверное, я ротации не так сделала. Скорее всего. Прошла мимо ключа.
Здесь у нас, кажется, кактус сейчас будет. Я уже не помню. Ульту Фурина не прожала, хотя сэкономить для кактуса. Поэтому думала этого так убить. Так, Джин здесь можно было тоже не включать. Зачем я еще вообще на нее переключилась, не знаю. И главное найти нужную шляпу. Смотреть, чтобы она от тебя не удрала. — 55 секунд, ничего. Этого вполне хватит, чтобы убить кактуса. Без проблем. Когда кактус только вышел, я у себя на аккаунте, тогда его проходила C0 Нивелетом и Фуриной с Райдена. Райден была чисто для статуса. У меня там все C0, Бессигн, Нивелет и Фурина до сих пор. Так, прошли. Третий зал 3 звезды. Отлично. Здесь вы видите, что одна звезда не собрана. Это мое первое прохождение, где я не смогла пройти первый зал. Я вам в ролик уже вставлю прохождение первого зала. Поскольку я проходила эту бездну 2 этапа, хочу вам в конце, в завершении показать, что вот вся бездна пройдена. Вот все 9 звезд. Вот такая была бездна на этой маке. В принципе, она бы прошлась из первого раза, если бы я изначально поменяла бы пачки местами. Нивелета наверх, маму вниз. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Пишите комментарии. Ссылка на плейлист по Геншину в описании под видео. Всем спасибо. Всем пока.